Сейчас мы рассмотрим способы настройки на частоту в транссивере MB1. Транссивер MB1 имеет несколько органов управления для настройки на частоту. Первый и основной орган управления — это ручка вал-кодера. Также настраиваться на частоту можно при помощи тач-панели. Однократное прикасание к тач-панели перестраивает наш приемник. При нажатии и удержании тач-панели можно двигать спектр, как видите. Также перестраиваться по частоте можно при помощи обычной стандартной мыши, подключенной к транссиверу. Клик мыши однократный также перестраивает частоту приемника. Правая кнопка мыши при нажатии и удержании в любом свободном месте на спектре или водопаде позволяет перестраивать синтезатор частоты приемника и фактически передвигать станции. А при помощи кликов мыши просто настраиваемся на нужные станции. В один клик. Также, вращая колесо мыши, можно перестраиваться с установленным шагом или подстраивать частоту, таким образом осуществлять настройку. Настройку частоты можно осуществлять вращением колеса. Если мы наведем курсор мыши на один из разрядов шкалы и начнем вращать колесо, то мы увидим, как спектр будет сдвигаться и частота настройки также будет изменяться. Еще один способ настройки. Можно кликать левой кнопкой мыши по шкале, по разрядам шкалы частоты. Левой кнопкой мыши щелчки частота будет увеличиваться. Правой кнопкой мыши будем уменьшать частоту. Все это нужно для удобства настройки. Чем больше способов, тем удобнее настраиваться на частоту. Каждый найдет для себя приемлемый и в итоге будет ими пользоваться. Если мы хотим сбросить вот эти разряды, видите, на шкале 773 до 0, можно нажать колесо мыши на четверочку и разряды сбросятся. Это такой прием. Нажимаем на цифру. Все, что справа, будет сбрасываться в 0. При работе в пайлапе можно использовать VFO-B. Как мы знаем, стандартно устанавливаем приемник, настраиваемся на частоту А. Это частота, где вещает корреспондент. И нам нужно работать с расстройкой. Есть два способа. Включаем расстройку на передачу. И начинаем изменять частоту передатчика малой ручкой настройки Multi-3. Это может быть не совсем удобно при оперативной работе, поэтому я сейчас расскажу о другом, более удобном способе. При работе на прием аналогичная ситуация. Допустим, корреспондент отвечает не по частоте, включаем расстройку READ. И видим, что можно изменять частоту приема, именно расстройку по приему. Передатчик в виде красной линии остается у нас на месте. Полупрозрачной линией можно видеть диапазон работы расстройки
Вот, при необходимости эту полупрозрачную линию в настройках программы, настройки дисплей, фильтр можно сделать прозрачной. Примерно вот таким образом, чтобы не мешала, или сделать еле заметной вот так примерно, вот, чтобы она не мешала. И работать. Длительное нажатие на лид сбрасывает расстройку в ноль. Также, если мы выключим расстройку, а потом ее включим, настройка сохраняется. Предыдущее положение расстройки сохраняется. Поэтому сейчас я сброшу в ноль и выключу. Вернемся к нашей работе с разносом по частоте. Как я уже сказал, более удобный способ – это использование субприемника, то есть ВФО-Б. Давайте посмотрим, как это работает. Мы должны включить кнопку SubRX. Сейчас мы видим, что частота субприемника 1,908, то есть 1 МГц, диапазон 160 метров. Для этого нам нужно приравнять частоту А к частоте Б, ВФО-А частоте ВФО-Б. И видим, что субприемник стал на такую же частоту, как и ВФО-А. Теперь при вращении ручки Multi-3 SubRX будет принимать станции, которые находятся рядом. Ограничений по частоте нет, можно настраиваться на любую частоту в пределах обзора панорамы. Теперь, если нажать на кнопку Split, мы видим, что голубая линия ВФО-Б окрасилась в красную линию. Это означает, что ВФО-Б у нас сейчас находится в режиме передачи. Соответствующий индикатор включения Split, SubRX это индицирует. Теперь ВФО-А может слушать DX, допустим, вот так, а ВФО-Б ищем частоту для работы на передачу. Для еще большего удобства можно переключить кнопкой А, Б. Видим, оранжевый светодиод индицирует включенный режим. Можно поменять управление ВФО-А, ВФО-Б местами ручки. И теперь частотой ВФО-Б очень удобно настраиваться при помощи основного волкодера. Это очень удобно. А ручкой настройки ВФО-Б теперь настраиваем частоту ВФО-А. Фактически подстраиваем. Для работы в PyLab это то, что надо. Оперативно управляем частотой ВФО-Б. Также можно, если выключить SubRX, можно на этой частоте ВФО-Б только передавать. Мы видим передающий фильтр, это классический режим Split без прослушивания частоты передачи. Можно передавать. Если хотим и передавать, и слушать, включаем SubRX и Split. В трансивере MB1 есть специальная кнопка TXB, которая одновременно включает и SubRX, и Split. Вот. Тем самым мы имеем и режим передачи, и режим приема на частоте ВФО-Б. При нажатии на Split передача выключается, остается только прием. Если мы хотим настроить громкость между ВФО-А и ВФО-Б, или, допустим, разнести их на левый и правый канал, можно при помощи баланса это сделать. При работе на динамик эффект слышен не будет, потому что каналы левый и правый смешиваются в динамике. А вот при работе с гарнитурой, стереогарнитурой, очень даже все красиво получается. Вот. Можно настроить отдельно громкость для ВФО-А, отдельно громкость для ВФО-Б и баланс по каналам. Сейчас я выключил функцию АБ. Слышим две одновременно работающие станции. Как видим, на заднем плане установлен второй дисплей размером 23 дюйма. Он подключен к трансиверу MB1 и дублирует изображение с основного малого экрана. Вот. Сейчас он используется для того, чтобы в большем размере показать картинку, вот, чтобы было лучше видно. Обратите внимание, что
я могу свернуть окно программы и пользоваться стандартным функционалом Windows, открывать диски, работать и так далее. Так, едем дальше. Ввиду того, что это у нас операционная система Windows, давайте я, наверное, закончу сейчас видео и в следующем видео покажу, как мы можем работать с внешними дисплеями и покажу, как работает второй приемник, каким образом производится настройка частоты второго приемника независимого. Как мы это будем делать? Смотрим в следующем видео.